Мы не в силах решать, кого нам любить. Я пытался забыть ее. Не думать о ней, но... Наталья нужна мне. Как воздух. Я выбрала этот. Продюсеры Хосе Нолье, Хосе Веласко, Антонио Саура, Альберт Мартинес, Росана Сиреньи. Возможно, настанет момент, когда наука определит, в каком участке мозга рождаются сны. Вполне возможно, также она определит параметры этого процесса, и мы узнаем, как они формируются, почему и как они влияют на подсознание. И, возможно, тогда мы сможем понимать их и управлять ими. Наверняка будущее удивит нас. И учитывая скорость, с которой движется наука, это будущее недалеко, но нам еще многое предстоит сделать. Спасибо, что пришли, и спасибо за внимание. А теперь, как мы договорились в начале, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Да? Прекрасно. А то бывают случаи, что говорить приходится мне одному. Как тебя зовут? Наталья, Итак, Наталья, вы верите в предчувствие? если ты внимательно слушала, должна понять, что нет. Можно рассказать сон? Твой сон? Да, конечно. Постараюсь вкратце. Примерно 4 года назад я смотрела фильм, который вы все наверняка знаете. «Космическая Одиссея, 2001 год». Я зашла в кино скоротать время и не знала, какой фильм буду смотреть. Он потряс меня до глубины души. В том фильме был монолит, огромный, черный, гладкий камень, олицетворявший некий высший разум, неизвестный, непостижимый. В моем сне я сидела в комнате, в гостиной, и ждала чего-то. Я была там совсем одна. На монолите была гравировка, глаз и больше ничего. Год спустя, вскоре после окончания учебы, я нашла свою первую работу. Логотипом компании, в которую я устроилась и где до сих пор работаю, был именно глаз. Да, случайность, я тоже так подумала, и на этом бы все кончилось, если бы вскоре мне вновь не приснился монолит. Я шла по дороге с группой туристов. Симметричные тройки.
На следующий день была среда, 3 марта. День, когда мой брат, который жил со мной, должен был улететь в Прагу на соревнования. Я решила, что сон — это знак, предостережение. Но я не решилась сказать ему. Я не могла. К счастью для нас с ним, в последний момент матч почему-то отменили, а самолет, которым он собирался лететь, разбился, и все погибли. Это уже трудно счесть случайностью. Это тоже могло быть случайностью, но... Еще один сон. Да. 15 дней назад я снова увидела монолит. На этот раз на огромном стадионе. Я шла под трибунами, совсем одна. Ярко светило солнце. Очень ярко. Цветок астралиста. Похоже, это означает, что меня ждет что-то. Увы, я не знаю значения этого сна, поскольку он еще не сбылся. Да, я понимаю. И поверь мне, я не в первый раз слышу нечто подобное, и столь же поразительное. Как объяснить это? Для того, чтобы считать это не случайностью, чтобы видеть в снах предзнаменования тех событий, которые еще не случились, насколько я понял, ты к этому клонишь. Для этого надо обладать даром, который, похоже, есть у тебя, но не у меня. Нет, все в порядке. Вам плохо? Спокойно. Это всего лишь недомогание. Не думайте, что мы это подстроили. Извини, Наталья, но нам придется перейти к другим вопросам, на которые, в отличие от твоего, я в состоянии ответить. Хотя мне, как и всем, очень бы хотелось знать, означает ли твой монолит что-либо на этот раз. Честно скажу, у меня нет ответа на твой вопрос. Я не смогу тебе помочь. Наталья. Наталья. Что? Ты одна? Да. Деньги за жилье. Инесс, я же спала. Я оставила их на столе. Ты не можешь отдать их консьержу? А тебе что, трудно?
Алло? Привет, мама. Хорошо, как обычно. Да, правда. Я работаю после обеда, я же говорила. Что тебе рассказать? Если ты опять за свое, то нет, я ни с кем не встречаюсь. Ладно, я перезвоню тебе. У меня дела. Да. Целую. Да. Хавьер. Где ты? Это Наталья. Та, что видит сны. Я хочу, чтобы вы все поняли, что мы намерены завоевать эти рынки. И там будет не менее 250 пунктов продаж. Поэтому нам необходимо изменить критерии подбора персонала. Ты можешь сегодня, руководствуя новым мнением? Вы изменились. Я изменился. Она осталась прежней. Такой же доброй, хорошей и такой же скучной. Конечно. Руководство считает, что все зависит от уровня дохода на душу населения в каждой стране. Сара? В Париже и Мадриде одежда продается совсем не так, как в Бейруте или Нью-Дели. Заедешь за мной в 9. Она не изменилась. Я не про внешность. И зачем я ем? Хорошо, дай мне свой адрес. Пожалуй, ты прав. Пока. Ты уходишь? Нет. Да, ухожу. Я не думал, что попаду на тусовку. Либо я попал в твой сон, либо... Я разрешила другу отпраздновать здесь день рождения. Встретимся в другой раз. Нет. Подожди минутку. Я предупреждала тебя насчет дня рождения. Да, но когда? Сегодня? Я скоро вернусь. Я сейчас. Да. Подержи, пожалуйста. Извини, я не могла продинамить его. Может, ты хочешь остаться? Нет. Хорхе, это Ната. Да, послушай, только что вошла блондинка с короткой стрижкой и недовольным видом. Развлеките ее, ради бога. Но она у себя дома? Нет, трахать не обязательно. Я пошла за выпивкой. Мы идем за выпивкой? Нет, там полно выпивки. И потом, ты просил меня дать интервью. Да, верно. Я опять видел во сне монолит. Да? Да. Расскажи. Да. Беатрис? Да, кто это? Это Наталья. Наталья Идальго.
Алекс Куэвас сказал, ты пыталась найти меня. Я буду в Мадриде всего пару часов, так что... Мне подняться или уже поздно? Нет, я открываю. Спасибо. Привет. Привет. Проходи. Извини, что в пижаме, я уже ложилась. Надо было позвонить. Ничего. Выпьешь чего-нибудь? Нет. Да. У тебя кола есть? Да, садись. У тебя красиво. Спасибо. Можно я закурю? Кури. Можно было пойти в бар. Ничего. Извини, я заинтригована. Алекс сказал, ты хотела поговорить о моих снах. Я даже не знаю, с чего начать, и не знаю, важно ли это. Ты помнишь, на лекции, когда ты рассказывала про свои сны, я упала в обморок. Дело не в пониженном давлении. Когда ты рассказывала про свои сны и упомянула про рисунок на... Как ты назвала его? Монолит. Да, на монолите. Ты сказала, там был глаз. Симметричные тройки. И цветок астролиста. В общем, лет 6 назад, во время учебы, я ездила с однокурсниками в Мексику. Мы были там 7 или 10 дней. Однажды мы зашли в торговый центр, и там был татуировочный салон. Мы решили сделать себе татуировку, и каждая из нас выбрала себе рисунок из тех, что предложил татуировщик. Я выбрала этот. Там были 1000 рисунков, но я выбрала этот. Можно? Да. Просто невероятно, но что это? Не знаю. Понятия не имею. Я не хотела тебе звонить, но у меня это из головы не идет. Это черепаха. Но черепаху я во сне не видела. Я спросила у татуировщика, что она означает, ведь любой рисунок имеет смысл, но он сказал, что ничего. Не знаю, что и думать. Ничего не понимаю. Невероятно. Да. Что она тебе сказала? И 6 лет спустя, после того, как незнакомая мне девушка делает татуировку, я вижу ее во сне? По частям, с разницей в несколько месяцев. Глаз, 2 тройки, цветок астролиста. Наверняка все это не случайно. Теперь меня не удивляет, что она упала в обморок. Ну, тому должно быть объяснение. Наверняка оно есть. Это что-то такое, что видели вы обе. Не стоит так пугаться. Как тут не испугаться? Я не люблю неизвестность.
Поспишь со мной? Спать? Нет. Нет, это нет. И потом мы должны сделать репортаж. Я падаю. Привет, красавец. Ты непредсказуема. Ты не против? Ведь тебе нужно делать репортаж. Но ясновидящая Пожалуйста, если пойдешь с нами, не называй ее так. с нами? Да, я и Беатрис позвонила. Привет. А ей зачем? Из-за татуировки. И она тоже видела сон. Привет. Привет. Какой сюрприз. Еще раз извини. Ничего. Идемте? Там был пруд, прямо в городе. Там были люди. Я не знала, зачем я там. Потом я подошла к воде, поскольку руки у меня были грязные, в чем-то липком. Когда я мыла их, то увидела свое отражение в воде, но это была не я, не мое лицо. Это была Наталья. Мною овладело чувство тревоги. Вдруг у меня за спиной зазвонил телефон, я подошла, взяла трубку и услышала глухой мужской голос. Наталья. 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 Он умолк, а потом повторил еще 3 раза. 3? А не мог этот сон быть следствием того, что они рассказали друг другу? Возможно, ты видела 2 тройки, потому что она говорила про них. Алекс, ее татуировки уже 6 лет. Знаю. Я про количество раз, что произносилось твое имя. Но почему меня кто-то звал? Не стоит пугаться. Понять значение снов нелегко. Надо смотреть глубже, но не надо бояться. Нельзя воспринимать их как обычную реальность. Поймите. И что же делать? Ничего не делать. Тому может быть 1000 объяснений, например, его... Но без сомнения между вами существует некая связь, хотя вы и не знакомы. Возможно, тот дом приснился, чтобы вы снова встретились. А это не может быть случайностью? Слишком много случайностей. Возможно. Почему нет? Но лично я не верю в случайности. По-моему, ничто не случайно. Прости, что звоню. Я знаю, что не должен, но у меня есть лишь ты, Беа. Я знаю, что этот звонок причинит тебе боль, но... Клянусь, я не хочу делать тебе больно. Я ничтожество. Трус. Поэтому и звоню тебе. Мы не в силах решать, кого нам любить. Я пытался забыть ее. Не думать о ней, но... Наталья нужна мне. Как воздух. Когда завтра встреча? В 10:15 внизу. Может, сходим в бар? Или в Самоа потанцевать. Я останусь. Извините, я забыла карточку в номере 149.
есть травка. Я закажу такси. Нет. За нами заедут? Да. 151, por favor. 251, пожалуйста. До завтра. Спокойной ночи. До завтра. Спасибо. До завтра. Что это с ней? Да? Кто там? Кто там? Даниэль? Привет. Это Ната. Вы где? Да. Нет, я в отеле. Не могу мобильный найти. Пожалуй, я подъеду. Я подъеду. Подождите. Наталья, я люблю тебя. Хавьер. Но